Добрый вечер. Добрый вечер, все, кто меня слышит, все, кто меня видит, дайте знать. Надеюсь, все хорошо, меня видно и слышно. Оказалось, что не все VPN-сервера подходят для YouTube в настоящий момент. Пришлось поменять. Надеюсь, все будет работать хорошо. Как обычно, в пятницу вечером вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Основные темы, которые мне интересны, это менеджмент и архитектура программно-аппаратных систем. Поехали. Да, и напоминаю, что один из вопросов остается на конец эфира. Наиболее философский, наиболее абстрактный вопрос, который нам понравится. Мы его разберем в конце. Итак, вопрос первый. Расскажите о планах по лекциям. Планируются ли новые курсы? Какая тематика? И приоткройте, если можно, завесу тайны над проектом бота с искусственным интеллектом, о котором намекнули в Телеграме. Насчет лекций. Я решил новые курсы не делать. Я последние 3 года потратил на создание 7 курсов, которые я прочитал в 2 разных вузах. Это очень трудоемкая работа, как оказалось. Я не был готов к этому, я не предполагал, что это так сложно. А главное, время затратно, на это уходит много времени. Поэтому решил остановиться на 7 курсах, которые созданы, и эти 7 курсов буду читать. Я буду их углублять. Каждый из них буду отдельно рассматривать подробнее, каждую лекцию буду стараться делать все глубже и все интересней, но читать буду эти 7 курсов. Они у меня посвящены объектно-ориентированному программированию, разработке open source, менеджменту, software engineering в общем и качеству программного кода. Мне кажется, этим я покрываю все свои сферы знаний, в которых я хоть что-то могу сказать. И по второму вопросу насчет проекта бота. Действительно есть желание у моих знакомых, которым я с удовольствием помогу, сделать такого бота, который бы в Telegram генерировал новости под запрос, чтобы у пользователя была возможность сформулировать свои требования к новостям и получать подборку именно тех новостных сообщений, которые ему подходят. Ну, допустим, вы хотите знать о моде, например. Вы этому боту сообщаете: я интересуюсь новостями из мира моды. Давай мне побольше о французской и итальянской моде. И он, собирая новости из всех областей человеческой жизни, будет под вас выбирать те новости, которые в эту сферу ложатся. И будет стараться давать вам такие новости, которые наиболее важные в каждый интервал времени. Каждый день вы будете получать 1-2 новости, которые наиболее подходящие. Даже если их значительно больше в мире, то этот бот с помощью искусственного интеллекта должен выбирать наиболее интересные. Вот такая задача. Вроде бы звучит несложно со стороны использования, но внутри, мне кажется, это будет не так уж тривиально сделать такую штуку. Разыскивается архитектор, человек, который мог бы целиком проруководить разработкой, понять требования, составить архитектуру и переложить или делегировать задачи команде. Команду тоже подберем. Если у вас есть интерес стать таким архитектором, присылайте свой GitHub аккаунт, мы посмотрим. Уже более 10 человек выразили желание. Мы кого-то одного выберем, кто наибольше, как нам кажется, подходит и по стеку, и по опыту работы. Следующий вопрос. Что скажете насчет изучения основ архитектуры компьютера для системного программиста на C, C++, Rust? Скажу, что это дело хорошее. Основы архитектуры компьютера изучать для программиста. В этом ничего плохого нет, только хорошее. Дальше вопрос. Есть ли вариант получить оффер от китайских компаний за активный контрибьютинг в их open source проекты? Не знаю, как за всех китайских компаний ответить, но мне кажется, что у них, не у многих есть open source проекты. У Alibaba есть что-то. У Tencent не уверен, я глубоко не изучал. У Huawei
крайне мало таких проектов, которые были бы публичны, и можно было бы сказать, что это конкретно проект одной компании. Но вроде бы обращают внимание на open source contribution. У меня выйдет на канале, на этом YouTube-канале, через несколько недель интервью с одним из членов команды Rust Compiler Team. Людей, которые разрабатывают язык Rust. И он работает в Huawei. И он в этом интервью рассказывает о том, как он попал в Huawei и насколько ценно или не ценно было для компании его присутствие в ключевой команде разработки языка Rust. Послушайте через пару недель и поймете, как ответить на ваш вопрос. Следующий. О чем вы стараетесь думать при проектировании классов? Я стараюсь думать о... может быть, это прозвучит пафосно, но об удобстве тестирования. Для меня это, наверное, одно из определяющих качеств класса при его создании, которые я принимаю во внимание. Насколько удобно его будет в тестах проверять. Конечно же, я думаю о том, как назвать его правильно, я думаю о том, какую он будет сущность реального мира представлять собой, прокси чего он будет являться. Но это все вещи, которые как будто бы по умолчанию. Я думаю, что вы не об этом спрашиваете. Это само собой разумеющееся. Но если пойти немножко дальше и уже дойти до проектирования конкретного класса, когда мы уже понимаем абстракции, чего он является, то возникает вопрос, насколько его удобно будет тестировать. А если его удобно тестировать, то его будет удобно переиспользовать. Обычно такая прямая связь. И, конечно, переиспользование – это вроде бы главный показатель качественного проектирования. Чем легче вам этот класс в разных местах использовать, тем, значит, у вас лучше система спроектирована. А кто, как не тест, может быть лучшим клиентом для класса? Конечно же, тест проверит ваш класс на возможность его реиспользования максимально хорошо. Наверное, так. Следующий вопрос. Стоит ли в 2025 году изучать JTK с использованием языка C? Я, к сожалению, не знаю, что такое JTK. Или, может быть, знаю, но боюсь ошибиться. Так что вопрос немного не по адресу. Я не C-программист. Я когда-то был, очень давно, когда был студентом, я писал на языке C. Но эти времена прошли, и мне кажется, что они должны пройти для всех из нас. Мне кажется, эти языки C, C++ это какой-то немного вчерашний день. И оставаться на них, при том, что есть Rust тот же, это немного... Его можно знать, его нужно знать. Но, во-первых, там нечего знать в этом языке, в C, например. Там, мне кажется, весь язык C можно за выходные изучить и рассказать другу, как он устроен. Как будто бы он несложный. Там сложно, конечно, разобраться в библиотеке функций, которая окружает язык C. Но сам по себе язык, его механизмы, конструкции, единственное, что там сложного, это указатели. Рассказав о том, как работают указатели, вы, в общем-то, весь язык C и пересказали. Так мне кажется. C++, конечно, это другая история, там все куда сложнее. Но изучать сейчас C++, вот в 2025 году, это какое-то странное действие, я бы его не совершал. У меня была ситуация, когда нужно было написать программу системного уровня, близкую к железу, и нужно было выбирать на чем. И либо C++, либо что-то другое. И мне очень не хотелось даже близко подходить к C++. И нашелся Rust, и я понял, что Rust это просто C++ нового поколения. Там убрали лишнее, там добавили удобство управления языком и библиотеками, добавили экосистему, сделали все правильно. Используя опыт, накопленный за 30 или сколько лет использования C++. Так что держитесь подальше, мне кажется, от C сейчас. Не тратьте на это время.
Дальше вопрос. Есть ли у вас друзья? Не то чтобы учились раньше вместе, а так, чтобы, например, на рыбалку съездить, ну или за жизнь пообщаться с пользой. Или кодинг all day long. У меня, к сожалению, с друзьями ситуация сложная не потому, что не хочется иметь друзей, а потому что я поменял большое количество стран за последние 25 лет. Я жил несколько лет в одной стране, несколько лет в другой стране, несколько лет в третьей стране. И каждый раз, попадая в новую страну, я пытался обживаться какими-то связями с друзьями, коннекшенами, так это в тех странах называется. И это каждый раз давалось все тяжелее и тяжелее, потому что каждый раз было понятно, что скоро это закончится, и все эти связи нужно будет потерять. Никто с тобой дружить через границу или через океан не будет. И когда ты делаешь это уже 5-й раз, то тебе уже лень просто этим заниматься. Ты понимаешь, что все настолько неустойчиво и неизвестно, где я буду через несколько лет дальше, куда меня заведет судьба, что просто надоело этим заниматься, выстраиванием этих связей. Это же большие инвестиции. Чтобы с кем-то дружить, ты должен много времени потратить на этого человека. Ты должен с ним сблизиться, ты должен узнать его, ты должен разобраться в нем. Это не один день и не месяц, и, может быть, даже не год. А потом ты уезжаешь, например, работать в какой-нибудь, ну, например, в Китай. И все, и все связи, которые ты наработал в Москве, все эти друзья, они отпадут. Да, они будут с тобой переписываться первое время, но потом они тебя забудут, а ты их забудешь. И ты все эти инвестиции, которые потратил в них, чтобы построить эти связи, это все было впустую. Хорошо тем, кто живет в одном месте. Где родился, там и пригодился. Я по-хорошему завидую людям, которые родились, например, в Сан-Франциско. Как Илон Маск, например, или где он там, он не в Сан-Франциско родился. Ну, я шучу, но есть люди, которые родились там, где родились, там они всю свою жизнь и живут. Там у них, конечно, друзья, они знают людей со школы, они в них когда-то инвестировали, и эти инвестиции сработали. А когда ты меняешь свою родину каждые 5 лет, то это очень сложно. Вот так вот. Какие сферы в разработке вы считаете самыми перспективными на следующие 10-20 лет? Ну, на 20 лет сложно загадать в разработке. Буду очевиден, буду, как это сказать, предсказуем и скажу, что, наверное, это искусственный интеллект. Конечно же, там мы будем нужны. Вопрос в том, как мы будем там нужны, в какой роли. То ли мы будем создавать нейронные сети, то ли мы будем ползунками влево-вправо настраивать эти нейронные сети, толком не понимая, что там внутри. Непонятно. Вроде бы все идет к тому, что второе нас ждет. И назвать это разработкой, наверное, сложно. Это будет что-то другое. Что мы будем... Ну, про 20 лет очень тяжело говорить. Могу попробовать про 5 лет сказать. Мне кажется, что MCP-технология, я немного писал о ней буквально недавно в Твиттере, где-то я писал о том, что попробовал я поиграть с этим протоколом, этим стандартом, который недавно опубликован был, MCP, может быть, кто-то слышал. И мне кажется, что это интересная действительно технология на ближайшие годы. Она выглядит для стороннего зрителя как что-то очень примитивное, какой-то просто набор форматов над JSON RPC. И это так и есть. Это действительно буквально десяток запросов и ответов, которые можно отправлять из одной точки в другую и в обратную сторону. Но главное здесь не в этом, а в том, что предполагается построить. Я вам в 2 словах могу рассказать, может быть, даже когда-нибудь в ближайшее время сделаю на этот счет какую-нибудь демо-лекцию или вебинар. Но в 2 словах это выглядит так. У вас есть AI-клиент. AI-клиент – это программа или даже веб-сайт, куда вы заходите и вводите свой промпт. Ну, допустим, ChatGPT, допустим, Claude Desktop. Это программка со строкой для ввода промпта. Вы туда что-то вводите и говорите, например, что мне сегодня надеть? Вот ваш промпт. Что мне надеть сегодня? И он отправляет этот запрос
на сервер в OpenAI. OpenAI, глядя на ваши несколько слов, пытается, используя свой искусственный интеллект, сгенерировать какой-то ответ. И вам присылает. Вы можете надеть это, можете штаны, можете куртку, а может быть это. И все. А теперь мы говорим, а давайте мы внутрь этого клиента, AI-клиента, встроим несколько плагинов. Они называются MCP-сервера. И каждый сервер будет иметь возможность получить от этого агента запрос и вернуть ответ. И каждый сервер скажет, какого типа запрос он готов услышать. Например, мы ему сделаем сервер, который умеет на вопрос, какая сегодня погода, ответить английским текстом, какая сегодня погода. А второй агент, который мы напишем, второй сервер точнее, он будет уметь на вопрос, какие сегодня планы у меня, будет уметь идти в Google календарь, смотреть, что у меня сегодня запланировано, и отвечать английским текстом, какие планы у меня сегодня. То ли это работа, то ли это отдых, то ли это конференция и так далее. Получается, наш AI-агент имеет два подключенных к нему сервера, MCP-сервера, которые он может использовать, а может и не использовать. Это его дело. И когда я ввожу в эту строку промпта вопрос, что мне сегодня надеть, он сам, используя свой искусственный интеллект, решает, пойти к одному из этих серверов за дополнительной информацией или не пойти. И он сам магическим образом примет это решение. Вероятнее всего у него получится, если каждый из этих серверов правильно себя описал на этапе декларации своих возможностей. Если это случилось действительно хорошо, то AI-агент соберет предварительную информацию из этих двух MCP-серверов, сложит ее в общий промпт, и на сервер уйдет уже более богатая информацией текстовка. Там будет сказано, сегодня на улице идет дождь, а в планах у меня пойти в кино. И дальше вопрос, что мне надеть? Уже куда более богатый контекст получается для более качественного ответа. Вот вся идея этих MCP-серверов. А теперь представьте себе, что вы подключаете к своему AI-агенту этих MCP-серверов 20. И погоду вам какой-то MCP-сервер расскажет, и температуру на воздухе, температуру на улице, и расписание самолетов, и количество денег на вашем банковском счету, и количество, и котировки на рынке и так далее. Вы сможете, общаясь с этим AI-агентом вашим, иметь дело с куда более информированным искусственным интеллектом. И то же самое во время программирования. Представьте себе, что вы спрашиваете у AI-агента, находясь в IDE, в IntelliJ, например. Перед вами Java-код. И вы помечаете блок кода и говорите, перепиши ко мне этот блок кода, сделай его лучше. Сейчас что он делает? Он берет ваш блок кода и отправляет его на сервер с пометкой «перепиши, улучши, сделай рефакторинг, исправь его». И все. А представьте, что он по дороге опрашивает еще несколько MCP-серверов. Ну, например, он может спросить у одного из таких серверов, который подключен к нему, скажи мне общее состояние проекта вокруг этого блока кода. Скажи мне привычки этого программиста. Проанализируй мне гит-историю предыдущую. Пробегись быстренько по истории всех изменений в репозитории и сделай какую-то выжимку. Сделай какую-то суммаризацию о том, что там происходит. И все это добавится в промпт. Дополнительная информация. В итоге этому самому искусственному интеллекту, который ждет ваш промпт на сервере, будет куда интереснее и куда проще помочь вам действительно сделать то, что вы хотите. Вот вся идея. Я думаю, что в итоге мы должны прийти к интерфейсам нового типа. Вместо веба, вместо HTML интерфейсов, к которым мы привыкли за последние 30 лет, у нас будет AI client интерфейсы. У нас будет строка ввода промпта. Но это будет не тот промпт, как сейчас,
который достаточно бестолковый, который больше похож на Википедию на стероидах. Я спрашиваю, он отвечает, но все равно он использует некие энциклопедические данные и толком ситуацию не понимает, в которой я нахожусь. А это будет клиент, этот агент точнее, который информирован о том, что происходит вокруг меня, который мне помогает. Вместо того, чтобы мне идти, например, на сайт Аэрофлота и там заниматься выбором правильного перелета, а потом идти на сайт Сбербанка и смотреть, сколько у меня осталось денег, а потом идти на сайт Яндекса и смотреть, какая будет погода в Сочи, а потом идти на сайт отеля в Сочи и смотреть в этом отеле, есть ли номера или нет, а потом смотреть фотографии в этом отеле и выбирать, есть ли там тот интерьер номеров, который мне обычно нравится. Все эти 5 или 6 действий я сейчас делаю через веб-интерфейсы, через HTML-страницы, которые люди научились дизайнить удобно, хорошо, мы умеем ими пользоваться. Но все это схлопнется. Все это будет окружено MCP-серверами, MCP-протокол. Ну, может быть, это будет не MCP, какой-то другой протокол, но идея будет в этом. Каждый отель, каждый банк, каждая travel-компания, каждая авиакомпания, они все себе сделают MCP-сервера. Чтобы не заходить больше на сайт Аэрофлота, чтобы я мог подключить MCP-сервер в свой AI-агент и пользоваться им через строку запроса. Я больше не хочу видеть HTML-интерфейс. Я не хочу в браузере выбирать перелет. Я хочу, чтобы всю эту выборку сделал за меня AI-клиент, и он это сделает лучше, потому что он будет вполне себе информирован о моих предпочтениях, о моем расписании, о моем банковском счете. У него все будет собираться в одну большую такую контекстную длинную текстовку. Это все работа с текстом, все работа с английским текстом. И Аэрофлот ему пришлет кусок текста, и банк пришлет ему кусок текста о состоянии моего банковского счета. Он это все соберет в один большой промпт, отправит в искусственный интеллект, и там ему, конечно, помогут, расскажут: слушай, ну смотри, у него на счету столько, а лететь он хочет в такое-то время, а любит он отели с видом на сад, а не на море, например. Все это вместе собирается вполне себе вот в такие 3 варианта перелета. И это будет большинство людей удовлетворять. Останутся, конечно, люди старшего поколения, которые будут продолжать заходить на веб-интерфейс, продолжать делать поиск через веб-сайт Аэрофлота. Но это будет старшее поколение. Как сейчас остались люди, которые по-прежнему звонят агентам для того, чтобы купить билеты и полететь куда-то. Они есть, но сколько им лет? Они взрослые. Это старшее поколение. Молодежь знает, что можно зайти на booking.com или на Яндекс.Тревел и там кнопками все сделать. Так вот, новое поколение будет знать, что не нужен никакой Яндекс.Тревел. Нужно только приложение на телефоне, которое называется Claude AI или ChatGPT. И там в виде текста, а скорее всего это будет в виде голоса, он будет просто голосом туда надиктовывать свои пожелания, получать в ответ какие-то предположения, предложения, он будет продолжать корректировать этот агент, агент будет снова и снова обращаться к MCP-серверам, собирать информацию и в итоге находить очень быстро решение. Вот такой интерфейс, я думаю, нас ждет. Мы к этому идем. Так что моя рекомендация всем, кто сейчас может переключиться, что ли, или поменять свой фокус профессионального развития, посмотрите в эту сторону, в сторону этих самых MCP-серверов. Перестаем делать веб-интерфейсы, перестаем делать красивые HTML-странички, фронтенд исчезает как класс, больше фронтендеры не нужны, нужны дизайнеры MCP-серверов, то есть люди, умеющие превращать строгую информацию, хранящуюся в SQL-базах данных, в английский текст. Причем такой английский текст, который будет очень хорошо потребляться чатом GPT. Этому теперь придется учиться. Не на ангуляре рисовать картинки, которые красиво перемещаются. Это через пару лет никому не нужно будет. Никому фронтенд больше не будет нужен. Останутся интересующиеся, но их будет мало. Всем нужна возможность превратить базу с авиаперелетами в английский текст. Причем, как я повторяюсь, текст, который будет хорош для больших языковых моделей. Как мы это будем делать? Вопрос. Это непросто. Я думаю, что в этой области у нас на текущий момент знаний крайне мало. Мы находимся наверное, на нулевой точке. Мы генерируем какие-то тексты, но они плохо ложатся в промпт.
целиком. Они пока плохо помогают этому AI. Но это будет. Это неизбежно направление, в котором все в итоге двинутся. Думайте об этом. Дальше вопрос. Так, я немного долго тут рассказывал, но тема интересная, мне кажется. Какие перспективы в получении аспирантуры в Китае по направлению Computer Science? Вы знаете, что все ресерчеры из компании DeepSeek все учились в Китае. Там нет ни одного иностранного PhD. Это вам к вопросу о аспирантуре в Китае. Да, понятно, что DeepSeek это во многом калька с американских решений. Но тем не менее, калька качественная, и она какую-то часть рынка сейчас занимает. И это все сделано на китайском образовании. Каковы перспективы? Ну, не знаю, я не получал там аспирантуру, но думаю, что будут требовать от вас и на вступительных экзаменах, и потом отдачи максимальной. Нет ли в планах посетить Пермь, в частности, Пермскую вышку? Нет, пока планов нет, но если будет приглашение, я всегда рад. Расскажите об абстракции с 0 издержками в Расте. Это маркетинг по продвижению языка. Что вы думаете по этому поводу? Я не очень понимаю, что такое абстракция с 0 издержками, с нулевыми издержками. Видимо, это термин, который я должен знать, но не знаю. Но я могу домыслить, что это. Видимо, речь идет о создании структуры в Расте. И дальше работай с этой структурой так, что на создание самой структуры времени не выделяется. Видимо, там структура без данных, и в ней только функции. Тогда, наверное, это просто namespace некий. И можно сказать, что это абстракция, но все-таки мне ближе объектно-ориентированное программирование. Я думаю, что Rust — это не объектно-ориентированный язык, как это должно быть, а это язык все-таки системного уровня, где дизайн вторичен, а скорость первична и надежность первична. Там работа с памятью все-таки напрямую происходит. Так что я бы не... Трудно рассуждать о ООП и абстракциях, когда имеешь дело с языком низкого уровня. Есть ли разница в отношении к вам китайцев, когда ты знаешь их язык хотя бы на повседневном разговорном уровне? Китайцы относятся к вам вполне бинарно. Первое – это когда вы начинаете изучать китайский язык, и вы знаете нихао и еще, может быть, пару слов. В этом случае они совершенно с огромным энтузиазмом приветствуют вас и хвалят ваш китайский акцент и говорят, что вы молодец. Когда вы начинаете немного больше продвигаться в изучении языка, то все меняется с белого на черный. Они перестают вас понимать, они кривят нос, когда вы пытаетесь что-то сказать на китайском, они даже на простые фразы, которые вы говорите, делают вид, что ничего не понимают из того, что вы сказали, и отношение к вам резко меняется. И, видимо, когда вы доберетесь до уровня, когда вы уже говорите, и неплохо говорите, вот там что-то другое произойдет. Но я до того уровня не доходил. Я на 2 застрял, и мне крайне сложно. Они, вот, действительно, как я сказал, они делают вид, или действительно им сложно понимать то, что говоришь. Но бывает так, что ты им 5 раз повторяешь одну и ту же фразу, которую ты приготовил, которую ты точно знаешь, как она звучит, и ты абсолютно уверен, что именно так должна произноситься. Ты говоришь им эту фразу, он на тебя смотрит с непонимающими глазами и делает вид, что повторяет еще раз. И в конце концов он понимает, что ты говоришь, и повторяет тебе эту же фразу абсолютно таким же образом. Она звучит ровно точно так же. Может быть, там есть какое-то небольшое отличие где-то внутри, но я его не слышу. И ты чувствуешь себя полным идиотом. Ты 5 раз повторял одно и то же, тебе казалось, что ты полностью скопировал китайское произношение, но нет. Где-то ты не докопировал. И это очень обескураживает и не способствует повышению энтузиазма в обучении, в изучении языка. К сожалению.
В индустрии работают 3 года, предложили вести небольшой курс в университете, но есть опасения, что курс получится слабый. Какие стоит ставить цели в курсе для максимальной пользы студентам? Я думаю, что интересны всегда те курсы, которые за собой имеют, может быть, коряво скажу, личность преподавателя. Мало интересно слушать то, что и так написано в книжке, потому что вы, скорее всего, расскажете хуже, чем написала книга. Интересно слушать ваше мнение, личное. Да, особенно, не даже, а особенно, если оно противоречит мнению автора общеизвестной литературы. Старайтесь сформулировать курс так, чтобы у вас в каждой лекции, или в каждых 10 минутах лекции было какое-то противоречие, было какое-то сопротивление, было какое-то неприятие того, что существует в этой области науки до вас. Вы должны с чем-то не соглашаться, вы должны показывать, что стоит подумать. Вы должны в студентах воспитывать умение и желание спорить со статус-кво, спорить с тем, что как будто бы является общепринятым. Спорить и выигрывать, спорить и проигрывать. Но вот эта способность спорить и это желание видеть в устоявшихся догмах элемент неточности и пространства для новых мыслей, это главное. Это то, что, мне кажется, привлекает студента. Скучно слушать то, что уже читали много лет подряд, и вы повторяетесь, и снова будете читать, и все это читают. Зачем это слушать? Я это в книжке прочитаю. На YouTube открою курсы, там расскажут лучше, чем вы. Вы 3 года преподаватель, а там люди 30 лет преподают. А вы покажите, что вы имеете сказать. Пускай вы даже не правы будете, пускай вы будете неточны, пускай вы будете даже глупы, может быть, для них, им так покажется. Но вы будете собой, вы будете в них какую-то зажигать искру знания. Не холодного знания, которое нужно заучить, понять, выучить и пройти дальше, а знания, которые они сами в будущем тоже будут открывать. И тогда вы ничего не будете бояться. Да, вы 3 года в индустрии, да, вы имеете возможность ошибаться. Так и говорите, я всего 3 года программирую, я пытаюсь использовать Rust, но это такой ужасный язык, мне совершенно не нравится. Вот поэтому и поэтому. Я вам сейчас расскажу, какой он ужасный в каких местах. Смотрите, делаем так, отвратительно выглядит. Делаем так, а в C++ было бы лучше. Делаем так, а в Python было бы лучше. Вы тут ошиблись несколько раз уже. Пока я это говорил, я ошибся несколько раз. Во-первых, сравнивать Python с Rust это совершенно глупо. Во-вторых, называть язык плохим, потому что я сейчас не понимаю, как им пользоваться. Это тоже достаточно самонадеянно. Но все эти ошибки, которые я допустил, они показывают, что я действительно 3 года имею опыт программирования. Через 10 лет мне будет смешно смотреть на то, что я рассказывал. Но студент увидит в вас человека, который ищет, который сомневается, который не боится. Это будет интересно. И главное, у вас страх исчезнет, потому что вы сразу заранее скажете: я вот такой, какой я есть, я 3 года всего здесь, я вам не гуру, я не профессор, я такой же, как вы. Давайте посмотрим, что у нас на ВК. Ага, на ВК у нас никто. Хорошо, все пошли на YouTube. Видите? Несмотря на все. Так, на ВК у нас вопрос по поводу MCP. Снова возвращаемся к этой теме. Вопрос звучит так. Сейчас многие сайты зарабатывают на пользователях. Подписка, реклама, продажа персональных данных, комиссия за услуги. А в случае перехода на MCP, как сайты будут зарабатывать? И я думаю, что в случае перехода на MCP вы будете продавать свои MCP-сервера за подписку. Я буду, условно говоря, идти... Может быть, даже будут агрегаторы. Может быть, это даже интересная тема для стартапа. Сделать агрегатор MCP серверов. Вы идете с одной стороны к десятку компаний, Аэрофлот, Сбербанк и так далее, и говорите: ребята, мы для всех, для вас сделаем MCP сервера и будем их продавать. Человек будет подключаться к нашему агрегатору, платить нам 299 рублей в месяц за то, чтобы мы ему давали 30 разных MCP серверов.
А мы вам будем раздавать эти деньги или частями, или на каких-то условиях, как-то так. Но я думаю, что эти MCP-сервера будут за деньги. Они, во-первых, если это Аэрофлот, то, наверное, он будет бесплатно давать, ему не нужны деньги за MCP-сервер, он будет зарабатывать на билетах. Но если это какой-то, допустим, новостной сайт, я хочу читать новости, то он скажет мне, хорошо, ты либо читай у меня в онлайне, например, какой-нибудь Лента.ру или CNews, либо плати мне 99 рублей в месяц и, пожалуйста, бери MCP-сервер и читай через него. Каждый будет выбирать, но в перспективе, конечно, все перейдут на MCP-сервера. Я уверен, я понимаю, куда мы движемся. Это технология, которая сметет веб целиком. Он прекрасно себя показал за 30 лет, но пришло время поменять всю нашу парадигму взаимодействия с интернетом. Следующий вопрос. Как вы относитесь к накрутке опыта в текущих реалиях рынка IT в РФ, вне РФ? Да, я уже говорил, много раз отвечал на этот вопрос. Я никаких проблем с этим не вижу. Накрутка опыта. Работодатель должен быть компетентен, достаточно компетентен, чтобы вас поймать на этом. Если он не компетентен, то это его проблема. Работайте и показывайте себя, накручивайте как угодно. Это их задача вас проверять. А ваша задача... мы же в капиталистическом мире живем, поэтому человек человеку волк. И нашей задачей не является уважать другого. Нашей задачей является личное обогащение и максимально эгоистичный отбор ресурсов у других участников рынка. Действуйте по этим правилам, по правилам капитализма. Если бы мы жили в социализме, в коммунизме, то у нас были бы партком, горком, обком, общественное порицание, народный суд. Тогда бы, конечно, ваше поведение осуждалось бы, вас бы повесили на доску позора. И, конечно, я бы вам сказал по-другому. Не делайте так, потому что это аморально. Вы таким образом унижаете и себя, и других участников рынка. Но у нас не та экосистема, чтобы придерживаться каких-то правил морали. К сожалению. Дальше вопрос. У меня есть open source утилита на Go для безопасного удаления файлов с command line интерфейсом. Хочу раскрутить репозиторий. Какие первые шаги для привлечения внимания к проекту? Это тяжелый вопрос. Я не знаю. У меня 2 сотни, не 2 десятка, 2 сотни репозиториев в open source. И всего лишь, 5% из них востребованы. Все остальные это чисто сделаны для меня. Я ими пользуюсь, когда нужно, но общественного отклика они не получили. Так что не спрашивайте меня. Хотя есть люди на GitHub, и я их вижу иногда, у которых 5 репозиториев. И все 5 имеют по 10 тысяч звезд. Как это удается людям, я не представляю, не понимаю. Не знаю я этой техники. Вы знаете, сколько сказок написал Ганс Христиан Андерсен? Это который написал нам про оловянного солдатика, про Золушку и все остальное. Сколько всего? Сколько вы его сказок знаете? 5, 7, десяток, наверное, да? Всего он написал 3500 сказок. 3500. Мне кажется, если я напишу 3500 сказок, из них несколько сказок будут крайне удачными. Это я к чему? К тому, что количество переходит в качество. Если вы хотите написать сказку про Золушку, то сначала напишите 3000 сказок, которые никто читать не будет. И потом у вас получится сказка про Золушку. А если вы хотите сделать один проект, а потом спрашиваете у меня, как его раскрутить, как вам раскрутить одну сказку? Никак, никому ваша сказка не нужна, никто ее читать не будет. Напишите 3000, а потом придите ко мне и спросите, вот я написал 3000, может быть 3000 преувеличений, я сделал 100 open source проектов, и по-прежнему ни один из них не взлетел. Что со мной не так? Тогда мы на этот вопрос будем искать ответ. Но пока вы просто пальцем в небо пытаетесь поймать удачу за хвост. Не получится. Посмотрите на Андерсона. Дальше вопрос. Есть ли планы по выпуску новой книги? О чем она будет?
С каждой новой книгой становится легче писать или требований к себе становится больше, и закончить труд становится сложнее? Ну, хороший вопрос. Планы есть, да, у меня есть план, не знаю, реализуется ли он. Я хочу написать книгу о менеджменте и назвать ее «Сказки о менеджменте», где каждая глава будет коротенькая, как сказки Льва Толстого или басни Крылова. Там будут свои действующие лица, и каждая сказка, каждая басня будет заканчиваться моралью. Типа Вася и Петя заходят в офис, там сидит их менеджер, Вася говорит вот это, Петя отвечает вот это, и менеджер их всех увольняет. Мораль этой басни такова. Не заходите к менеджеру, не знаю, вдвоем или по утрам. Что-нибудь в этом духе. И таких басен, мне кажется, я могу написать большое количество, и каждая из них будет отдельным посылом, отдельной моральной единицей для тех, кто хочет изучить менеджмент. Это вот такая вот есть пока мысль. Насчет каждой новой книги, становится ли легче? Нет, становится сложнее. И с последней книгой Angry Tests было совсем интересно. Я для ее написания стал использовать больше инструментов, которые проверяют качество. В прошлых книгах это было просто спелл-чекинг и потом отправка англоязычному человеку для проверки, ну и публикация. Это все. А сейчас я использовал две достаточно мощные тулзы, плюс Claude AI, плюс ChatGPT. Они все проверяли мое написание. Они не писали за меня, но они проверяли. И они столько мне советов навыдавали, они так много находили ошибок, они так много потребовали от меня переписать, причем они объясняли почему. И я многому научился. Например, есть вот один из инструментов, причем в книге я их указываю в конце, в эпилоге я написал, какие инструменты я использовал. Тулза называется Vale, V-A-L-E, Vale. Она проверяет текст на его, на качество написания. Она не понимает, о чем вы пишете, но она подчеркивает типовые ошибки. Например, клише. Если вы пишете on the other hand, она говорит, не пишите так. Это клише. Переформулируйте. Или, например, вы пишете very often, очень часто что-то случается. Она говорит, не используйте very. Слово very не подходит для технической литературы. Не нужно очень часто. Напишите просто часто. И я когда сделал search по моему тексту, у меня это слово very встречалось под 100 раз. Я часто использовал very, very, very. Пришлось все это снести, пришлось убирать very, переформулировать. И таких ошибок очень много было. Длинные предложения. Стали меня эти инструменты бить за длинные предложения. Оказалось, что можно длинное предложение переписать в более короткую форму, разбить на 2 или 3 предложения. Я этого тоже раньше не делал, считал, что можно писать как чувствуешь. Так что я точно стал, более компетентным писателем, скажем так. Может быть, я не стал более грамотным писателем. По сути-то я пишу так же. Но по форме я много изучил, как писать. Эти инструменты мне очень помогли. Вот. И, конечно, когда пишешь, то... вы спрашиваете, требований становится больше. Закончить не просто, да. Самое, конечно, простое – это начать. Начать писать книгу – это очень легко. Для меня. У меня нет этого блока, writer's block, когда не можешь первое слово выдавить из себя. Я стартую очень легко. Потом под конец немного... у меня существует постоянно страх, что мне нечего будет сказать. И в докладах так, и в написании книг. Я думаю, что контента не будет. И всегда оказывается наоборот. Я не понимаю, как победить в себе этот страх. Когда я доклады делаю, я начинаю и думаю, что нужно потянуть немножко время, поподробнее рассказать, потому что впереди целый час, и мне нечего будет говорить. Но когда время подходит к концу, я понимаю, что я не укладываюсь, а еще вопросы впереди. И обычно концовка смазывается, потому что нет возможности поговорить больше. В книге то же самое. Я начинал ее писать и думал, вот мне бы 200 страниц сделать, потому что меньше 200, конечно, нельзя. И получилось 243. Я в итоге написал больше, и 243 это уже много. Я думал 200, максимум 220. Получилось сжатым даже текстом. У меня форматирование там более компактное, чем в Elegant Objects. Получилось 243. Вот такая вот у меня проблема. Я сначала
в общем, не рассчитываю, неправильно свои силы рассчитываю. Оказалось, что... Да, и что интересно, что контента сейчас уже достаточно на второй том Angry Tests. Второй том книги я уже готов написать. У меня так много пунктов, которые не раскрыты в первом томе, о которых нужно поговорить, о которых мне сказали ревьюверы, которые я сам по ходу написания откладывал в сторону, потому что не помещались уже просто. Я думаю, что я, может быть, даже второй том в этом году напишу. Он так органично ложится вслед за первым, там так много пунктов, которые хочется дорассказать, что кажется, что я его напишу скоро. Дальше вопрос. Я студент первого курса, скрупулезно пишу код. Я педант, поэтому каждое решение продумываю долго. Результаты в учебе хорошие, но переживаю за скорость. Будут ли проблемы на будущей работе? Ну, я тоже педант, я вам скажу. Я тоже переживаю за качество. У меня тоже скорость не такая, наверное, высокая, как могла бы быть, если бы мне было все равно, что я пишу. Ну, могут быть проблемы у вас на будущей работе. Вы пока первый курс, попробуйте поиграть в Codeforces. Попробуйте порешать задачки на Codeforces. Там вас немножко разгонят, потому что там есть лимит по времени, и вам придется укладываться во временные интервалы. А они там не такие уж большие. Там, по-моему, на 3 задачки дают 2 часа, и вы просто можете не уложиться, если будете долго думать и тщательно прописывать каждое решение. Это не значит, что вам нужно и на работе также халтурить и писать неаккуратно. Разделяйте эти два типа программирования. Вы должны научиться и быстро кодить, грязно, но и уметь чисто и медленно. Тогда эта комбинация двух навыков сделает вас прекрасным сотрудником для любой компании, для любого проекта. Codeforces или LeetCode. Есть сайты, которые помогают решать такие задачки. Плюс вам это поможет, в принципе, свое резюме раскачать и получить опыт решения этих задач. Это всегда полезно. Так, как относитесь к длительным союзам мужчины с женщиной? Нужны ли они мужчине на самом деле? Так, мы этот вопрос относим в конец. Это будет у нас философский вопрос. Я даже не дочитываю его. Мужчины, женщины, давайте про это в конце поговорим. Дальше идем. Как вы определяете для себя потерянный день? Или бывают таковые у вас? Какие элементы его составляют и что вас заставляет его воспринимать как бесполезный потерянный день? Хороший вопрос тоже. Они все почти потеряны, если честно. Если покопаться глубоко в своих эмоциях относительно всех этих дней. Многие потерянные, к сожалению, многие. Я бы сказал, что есть некоторые не потерянные. Вот у меня так. Один, может быть, из 3 недель не потерянный. Когда действительно в конце дня ты понимаешь, что сделал что-то, чего ты даже не ожидал, что сделаешь. Когда пришла какая-то мысль интересная, такая, которая заставляет тебя гордиться собой. Но это редко бывает. Остальные, к сожалению, как рутина, день за днем проходят и все. Работаешь, делаешь, двигаешься вперед. Успех, он же не ежедневный. Успех, он приходит через большое количество времени. А всю дорогу ты просто продолжаешь тянуть лямку и делаешь вещи, которые во многом уходят в корзину. Многие уходят в корзину. Немного open source спасает от этого. Ощущение, что ты в корзину работаешь. Потому как если ты оставляешь это все в открытом виде, весь свой продукт, то как-то тебе кажется, что кому-то это пригодится. Это, как я уже сказал выше, это пригождается почти никому, но ощущение остается, что кому-то это нужно. Какой-то в этом есть смысл. Так, я немножко вам увеличил, может быть, депрессию. Я не в депрессии, не призываю быть в депрессии. Я позитивно смотрю на ситуацию. Просто надо понимать, что мы не в парке развлечений, мы не на американских горках, мы не рождены, чтобы радоваться жизни. Мы рождены, чтобы бороться с трудностями, бороться с ситуацией, для того, чтобы проходить испытания. Вот для чего мы рождены, а не для радости ежедневной. Это больные люди, либо крайне
крайне бесчестные, может быть, воспринимают жизнь как калейдоскоп удовольствий. Нет, так не нужно на нее смотреть. Она трудна, и она должна быть такой. Дальше вопрос. Чувствуете ли вы рынок языка Rust вырос за последние 2 года? Пишете ли вы на нем конкурентный или параллельно выполняемый код? Но насчет конкурентности и параллельности нет. Я не писал на Rust никогда ничего такого. Растет ли рынок? Ну, посмотрите, сколько звезд у Rust компилятора на GitHub. 100 тысяч. Ну, это много. Это много, и это говорит о том, что, мне кажется, рынок растет. Я не очень понимаю, как можно измерять рынок чей-то. Можно померить на GitHub количество проектов на Rust, количество строк на Rust. Там куда-то эта цифра растет. И то, показатель ли она? Очень вряд ли. Huawei, например, активно поддерживает Rust комьюнити и считает, что Rust это перспективный язык. Можно ли сказать, что так делают все и Rust растет? Microsoft поддерживает Rust разработку, Rust комьюнити. Многие компании. Я бы за этот язык держался. Если у вас есть выбор между чем-то еще и Rust, то я бы выбирал Rust, это точно. Если вы на системном уровне программируете, то да. Так, не было ли у вас боязни при написании книги, такой как я, как любой человек, могу ошибаться, вдруг я доношу ошибочные факты? Столкнулся с такой боязнью при написании статьи. Конечно, такая боязнь есть. И это не просто боязнь, она вполне себе обоснованная, потому что я таки действительно человек, и я таки действительно доношу неверные факты, я ошибаюсь. Для этого я и привлекаю ревьюверов, которые смотрят то, что я написал, и критикуют меня. И у меня было в этот раз 20 человек-ревьюверов, 20 людей посмотрели мою книгу перед публикацией, и некоторые очень жестко меня критиковали и показывали, что я буквально ошибаюсь, фактически ошибки совершаю по фактам. Говорю то, чего нет. Бояться этого и из-за этого не писать, я думаю, что нет. Не бойтесь. В худшем случае вам напишут в комментариях. У меня такое было, на блоге такое бывало когда-то, когда я писал, и мне прям писали внизу, что слушай, это уже кто-то написал. Вот самая, наверное, такая болезненная ошибка – это плагиат. Когда ты не знаешь о том, что где-то это уже сказано, и говоришь то же самое. А потом тебя носом в этот факт и показывают, смотри, вот статья, ей 10 лет уже, она ровно о том же, ты просто повторяешь то же самое. И это, конечно, очень неприятно, потому что трудно доказать этим людям, что ты не знал о том, что это уже опубликовано. Они же подозревают тебя именно в плагиате, подозревают, что ты украл. И тут очень тяжело выпутаться и объяснить. Надо просто удалять то, что ты написал, или писать ссылку, ставить, говорить, что моя статья является продолжением того, что сказано ранее. У меня так в книге было, в Elegant Objects, по-моему, во 2 томе. Я там рассказываю о том, что методы должны либо изменять что-то в объекте, быть манипуляторами, либо они должны возвращать что-то, но при этом не имеют права ничего изменять. И это мне казалось моей уникальной идеей. Я это придумал. Но это придумал еще до меня Бертран Мейер 20 лет назад, до моей книги. И после него многие даже имя этой концепции дали. А я такой открыл Америку и рассказываю об этом в своей книге. Смотрите. И меня, конечно, в это ткнули носом читатели. И пришлось, я книгу же не буду вырывать из нее страницы. Поэтому я написал в следующей редакции книги, написал ссылку внизу, сноску, что это все, что вы читаете в этой главе, это все уже сказано в такой-то книге ранее. Вот такую ошибку допустил. Мы люди, поэтому... И опять же, мне могут сказать, сами, я только что сказал, трудно мне даже сейчас вас убедить в том, что я не украл у Бертрана Мейера эту идею. Нет, не украл, но вы верите мне? Кто-то верит, а кто-то нет. Я-то написал о ней в книге, и книгу продал, и заработал на ней. А Бертран может сказать мне, слушай, так нехорошо, делись давай, и будет прав. Это 2% из всей моей книги, поэтому тут, наверное... Речи о деньгах не идет, но все равно. Так, следующий вопрос. Вы не пересмотрели свой взгляд на фоменковщину,
Как вы, работающие в R&D, могли это продвигать? Нет, Александр, я не пересмотрел свой взгляд на работы Анатолия Фоменко. Думаю, что в его работах, в его работах и в работах его коллег очень много интересных посылов для рассуждений. Очень много провокационных мыслей, от которых можно отталкиваться и дальше рассуждать. Я не уверен, что он в своих многочисленных книгах, он и его коллеги, и Носовский тоже, что они во всем правы. Я не уверен, что в их реконструкции истории, как они ее преподносят, абсолютно все правильно. Они даже сами это признают и совершенно не считают себя. Но они претендуют на позицию историков с альтернативным взглядом. И главное, что мы должны сделать, это разрешить им занимать такую позицию. Вот когда вы уничижительно так о них говорите и считаете, что человек, который из R&D не имеет права, как вы говорите, не имеет права иметь такой взгляд, и еще так уничижительно их называете, вот это нас не красит, как людей из R&D. Такая однобокость и такой черно-белый взгляд, что-то правда, а что-то неправда. Вы уверены, что в истории прошлого года, которую вы все видели, которую вы наблюдаете по телевизору, которую вы знаете из новостей, вы думаете, там все правда? Вы думаете, все было действительно так, как вы слышали по всем телеканалам? Нет. А почему тогда правда то, что было 500 лет назад? Как можно быть убежденным на 100% в том, что было 500 лет назад, если мы не уверены в том, что было год назад, если мы не знаем, есть двоякие толкования событий, произошедших буквально несколько лет назад. Почему мы не даем права Фоменко и его коллегам переосмыслить или попытаться переосмыслить, тем более руководствуясь фактами, цифрами, доводами, аналитикой, работами, артефактами, попытаться нам дать другую версию? Да, возможно, она тоже ошибочная, как и официальная. Но почему ее не рассмотреть наравне с официальной? Вот это мне не нравится. Вот эта позиция. Поэтому мне интересна любая альтернативная точка зрения во всех вопросах. И в вопросах истории, и в вопросах физики, в вопросах космоса. Мы с вами обсуждали в телеграм-канале про полеты американцев на Луну. Есть тоже две версии этих событий. Но есть люди, которые считают, что только одна версия имеет право на жизнь. А вторую версию нужно категорически жестко отметать. Это не научно, как и минимум. Если вы уж за R&D, если вы за науку, то в науке должны рассматриваться все варианты. И дальше взвешиваться достоверность или убедительность одного из них. А другой, наверное, отбрасывается на какое-то время. И предполагается, что второй вариант мы отбросили, исходя из таких-то предположений. Но мы его не считаем ересью. Мы просто его отложили, потому что нам он сейчас не подходит в силу таких-то обстоятельств. Так что вы поаккуратней с такими взглядами. Когда ближайшие конференции в Москве? Пока не знаю, когда конференции. Может быть, мы сделаем книжный клуб. Я вот все больше и больше об этом думаю. Организовать книжный клуб в формате такой полуконференции, где мы могли бы представлять книгу чью-то вместе с ее автором, может быть, даже скорее с ее автором, и зрители бы в формате конференции вопросов и ответов общались бы с автором книги. Кажется мне, что к этому мы придем. Я сейчас ищу единомышленников. Если у вас есть желание помочь в организации, то напишите мне. То ли в организации, то ли в финансировании, то ли, может быть, вы знаете, кого пригласить. Хотелось бы найти небольшой коллектив, который бы занимался организацией, потому что я один не потяну всю эту историю. Так, опять вопрос. Есть ли шанс дождаться третий том Еоланг? Третий том Elegant Objects? Да, я
Пишу его прямо сейчас. Пишу его каждые выходные. Я думаю, что в этом году мы его наконец-то опубликуем. Так, ну мы заканчиваем. Так, тут спрашивают, что требуется для написания и издания собственной книги. Вот, наверное, на книжном клубе мы попробуем это обсудить. Так, еще вопрос. Как воспитывать молодежь в мире, где разработчик не привязан к месту, не привязан к компании? Ну вот лекции, интернет-лекции, рассказывайте. Действительно, молодежь это главное. Это, конечно, куда более важные элементы, ингредиенты экосистемы, чем мы, кто старше и кто в итоге уйдет. Молодежь, конечно, за нами идет. Надо публиковать свои мысли. И видеоформат, я так чувствую, видеолекции, они как будто бы эффективнее сейчас, чем книги. Книги читают меньше, к сожалению, и статьи тоже. Так, еще один вопрос, и вернемся к тому философскому вопросу. Вам не надоело заниматься ютубом, отвечать на одни и те же вопросы? Ну, я бы не сказал, что надоело, но однозначно отвечать на вопросы в ютубе отвлекает меня от, например, написания книг. Я не в том смысле, что отвлекает по времени. Для меня это всего 1 час в неделю, это не так много. Но как будто бы я выговариваюсь. Я рассказываю вам, и желание положить это на бумагу у меня пропадает. Раньше, когда я так активно не был на YouTube, у меня было желание сказать что-то, что накипело. И я для этого использовал бумагу, использовал блог свой, использовал книги. Сейчас YouTube из меня забирает информацию в куда более быстром, сжатом и некачественном формате, вот когда я вам рассказываю. Так что я понимаю ваш вопрос, понимаю вашу критику, я ее принимаю, действительно это есть. Так, ну и последний вопрос, товарищи. Где-то здесь было про отношения женщин, мужчин. Давайте из этого сделаем философский вопрос и попробуем на него ответить. Как относитесь, Крис спрашивает. Как относитесь к длительным союзам мужчины с женщиной? Нужны ли они мужчине на самом деле? Стоит ли жить вместе с партнеркой? Так? И как при этом не отвлекаться и иметь время на собственные мысли? Стоит ли жить вместе с партнеркой? Ну, я могу с конца начать. Я думаю, что совместное проживание людей вместе, в том формате, в котором мы его сейчас имеем, это одна квартира, общая спальня, общая кровать, это формат, произошедший, думаю, от бедности, а не от любви. Это когда нет места, где жить, когда нет возможности иметь у каждого по флигелю, или каждому по усадьбе, или каждому по отдельно стоящему замку, или, может быть, каждому хотя бы по квартире. Люди соединяются вместе и живут в одной избе, живут в одной квартире, спят в одной кровати. Я не думаю, что это помогает или укрепляет отношения. Скорее наоборот. Скорее это делает нас не ближе друг к другу, а как раз дальше друг от друга. И если есть возможность со своим любимым человеком быть немного на расстоянии, то я бы порекомендовал действовать именно так. В разных, как минимум в разных комнатах, но лучше в разных квартирах. Тогда вы сможете, мне кажется, дольше сохранить интерес друг к другу. Это я такой как горе-психолог вам советую, такой доморощенный, такой совет. Ну а в целом к длительным союзам нужны ли они мужчине на самом деле? Ну, думаю, что смотря какому мужчине. Мужчины разные есть. И так однозначно сказать, что они не нужны или они наоборот нужны, неправильно. Все-таки мужчины должны поделиться на группы. Есть мужчины, которые не выживут без помощи женщины. Им просто тяжело. Они просто не созданы как самостоятельные существа. Их воспитали так, они родились уже сразу с
слабыми лидерскими качествами, скажем так, с недостаточной самостоятельностью, с неспособностью держать удар судьбы самостоятельно. Им нужно и поплакаться, им нужно и покричать на кого-то, им нужно на кого-то, на ком-то пар выпустить, им нужно и где-то получить поддержку в виде похвалы на пустом месте. И таких мужчин много, и я подозреваю, что их большинство. И как сказать такому мужчине: нет, живи один. Тебе женщина не нужна, отвечая на ваш вопрос. Сказать: к длительным отношениям, к длительным союзам мужчине женщина не нужна. Нужна, он без нее никак. Просто ему плохо будет без женщины, потому что он привык к маме, например, она его воспитывала много лет, а теперь мамы нет, и кто с ним останется? На работе его не уважают, в транспорте ему места не уступают, друзей у него нет, сам он по себе не воин, не рыцарь, он не хочет воевать. Так что думаю, что для большинства особей мужского пола брак и союз с одной женщиной – это штука полезная. Она им помогает выживать. Существует другой тип мужчин, безусловно, которые более самостоятельные, более приспособленные к жизни на воле. Мужчин, которые более, может быть, требовательные к своей судьбе. Им хочется, может быть, не одну женщину, а несколько. И жить ему с одной женщиной долго. Может быть, его как-то ущемляет его эго. Может быть, ему кажется, женщин так много, а я вот на одной остановился. Такие тоже бывают. И такому мужчине посоветовать иметь длительный союз, он только в итоге сожрет эту бедную женщину и превратит ее жизнь в ад, потому что ему будет постоянно чего-то не хватать. Он будет постоянно использовать ее не как старшего товарища, не как друга, который его опекает, а будет с ней обращаться совсем в противоположную сторону. И это будет тяжело и для него, и для нее. Таким же мужчинам я бы посоветовал, конечно, иметь более свободный формат жизни, где, если женщина и есть у него в его окружении, то, конечно, не, как вы говорите, не жить с партнеркой. Вот так бы я разделил на две части. Ну и у женщин также, тоже там разделение у женщин тоже бывает. Может быть, не на две категории, а на большее количество категорий. Нужно смотреть по психотипу каждого мужчины, каждой женщины. У Монти Пайтон есть, давайте на этом закончим. У Монти Пайтон есть смешная такая этюд, где пришел мужчина к консультанту и спрашивает у консультанта. Консультант по выбору работы. И говорит: какую вы мне работу посоветуете? Я заполнил, значит, все данные, всю вашу анкету, и вы должны мне теперь посоветовать, какая мне подойдет работа. И тот ему отвечает: мы проанализировали все ваши данные, узнали вас поглубже на основании всех анкетных опросов и думаем, что для вас идеальная работа будет бухгалтер. А тот говорит: так я и есть бухгалтер. Они говорят: вот замечательно, все подходит, идите продолжайте работать бухгалтером. А тот говорит: нет, я хочу не бухгалтером. А они спрашивают: а кем? Он говорит: я хочу быть укротителем тигров. И дальше они у него дальше спрашивают: и вы какой-то опыт имеете в укрощении тигров? А он полный, там, по его виду видно, что он бухгалтер, он не укротитель тигров. И тот говорит: да, у меня все есть, у меня есть шляпа, и на ней написано «укротитель тигров». Так что я готов полностью к этой работе. Вот что мы ему посоветуем? Конечно, мы ему скажем: бухгалтер, вот твое правильное место тебе в жизни. А укротителем тигров будет тот, кто укротитель тигров. Все, на этой торжественной ноте я вам рекомендую Монти Пайтон смотреть. Это прекрасный английский юмор, выдержанный временем.